Доброго времени суток. У нас почти 600 подписчиков. При этом, если глянуть, сколько уникальных пользователей за ближайшие 28 дней, то их больше 30 тысяч уникальных пользователей смотрит мой канал за ближайшие 28 дней. И у нас 98 тысяч просмотров за ближайшие 28 дней. Эта статистика для меня говорит о том, что, возможно, вы пришли впервые на этот канал, и поэтому я вам сразу расскажу, где что полезно искать. Если вы уже опытный подписчик и знаете, где что искать, вы сразу переходите в тайм-коды и кликаете на основное видео. Если вы здесь впервые или не знаете, где что полезно искать, вам будет полезно послушать это интро. Насчет названия. Я зашит в рамки YouTube, и мне необходимо выбрать название до 100 символов, какую-то картинку с каким-то названием. Если у меня записывается видео на 1,5, 2, 4 часа, потом я вырезаю оттуда пустоты, когда я не говорю и просто читаю какой-то текст, то остается где-то там 1,5-2 часа. На эти 1,5-2 часа где-то 5-6 интересных моментов, которые обучают и повышают вашу IT-насмотренность. Чаще всего, когда вы заходите в видео и открываете комментарии, вот здесь есть блок, что вы узнаете. Это более полная информация о том, что полезного есть в этом видео. Это вступление, это основное видео. И мне в название надо вынести что-то одно. То есть, если вы пришли на конкретное название и ждете, что внутри будет все по этому названию, это не так. И я вас обрадую. В видео будет и то, что на картинке, и в названии, и больше. Такая специфика. Я создаю реальные IT-проекты и снимаю это все на видео, не вырезая сложности, для того, чтобы у вас формировалась ваша IT-насмотренность, чтобы вы сами могли применить те методы, которые я применяю. Я против инструкции, потому что инструкции вас не обучают. Я вам передаю настоящий опыт, который вы можете прожить и повысить вашу IT-насмотренность, чтобы вы самостоятельно справлялись с этими сложностями. Где найти что-то полезное? Если вы хотите создать сайт, к примеру, для продажи ваших услуг, или наоборот создать сайт для кого-то, то вы переходите вот сюда вот в плейлисты, листаете, наверное, в самый низ и смотрите вот сюда вот там, где 28 видео сейчас, веб-кодинг, создание сайта с нуля. Вам не надо будет платить программисту за создание сайта. Там показано, как купить домен, как привязать хостинг, как сделать маршрутизацию имейлов, как создать простой сайт, как сделать засеошенный сайт более чем на 300 страниц, как привязать платежную систему и как привязать сбор контактов с сайта, показаны ошибки не показывания в Google и разрешение этих конфликтов. Так что это полный гайд по тому, как вы можете создать сайт сами. Когда я слышу, что кто-то создал сайт за 20 минут, я понимаю, наверное, это речь о том, что было надиктовано какое-то техническое задание, которое реализовано в код, либо были использованы какие-то конструкторы, которые стоят денег. Здесь я показываю, как сделать это все абсолютно бесплатно. Вы не будете платить в месяц абсолютно ни за что. И полностью контролировать весь процесс. По моим ощущениям, это чуть больше, чем 30 часов, но зато каждый шаг показан, и вы сами сможете это все воплотить. Базовый файл по настройке окружения. Здесь сейчас 38 файлов. Вы можете просто выборочно глянуть, что вам нужно, что вам подходит, установить и работать. Этого достаточно для того, чтобы вы комфортно веб-кодили. Кому может быть полезно плейлист, роботы-парсеры, автоматизация. Если вы хотите связываться с бесплатной веб-автоматизацией, то вам есть смысл глянуть, как я это делаю. То есть я построил просто робота, который сам собирает данные из браузера и обходит ряд проверок. Строил при помощи искусственного интеллекта, а использовал бесплатно, без токенов. Хотя бы вам важно знать, что такое веб-селекторы и понимать, что я сейчас делаю. Вот что-то типа такого. Если вы понимаете, то можете смело пролистывать. Что интересно в этом видео, Paperclip автоматизатор. Здесь я общаюсь с Cloud-кодом, и он говорит о том, что связка Paperclip, Hermes и ZAI это даже интереснее, чем сам Cloud-код вот в этом видео. И дальше я поднимаю эту связку. Оркестратор, который 0 людей компания, управляет процессами. И вот счастливое лицо, что все получилось. Здесь есть инструкция, как вы можете самостоятельно настроить это все. 4 минуты. Вы заходите в это видео, открываете комментарии. Приятно, что написали слова благодарности, очень приятно. Переходите вот сюда, вот кликаете. Так, а проект переместился, да? Да, переместился. Вот, переезжаете сюда. Нажимаете вот эту зеленую кнопку и Download Zip. И у вас получаются все файлы и все инструкции. То есть вы просто даете ссылку на этот zip-архив вашему искусственному интеллекту, и он поднимает всю связку. Там достаточно сложно. Windows, Linux, они между собой должны общаться, обмениваться данными, чтобы вам не пришлось инвестировать там своих 30-40 часов в это все и кучу токенов. Вы можете просто забирать готовые файлы. То, над чем достаточно долго работал, создание гибридного приложения, 55 видео, и оно уже опубликовано
запаркована в Play Market. Ближайшее действие — это еще накатить на Apple, и тогда уже заняться продвижением. Так что если вы хотите создать гибридное Apple Android мобильное приложение, то я показываю как. Моя вам рекомендация — заходить в плейлисты, выбирать, какой понравился по душе, и смотреть с начала до конца, просто как сериал под еду. Потому что если вы посмотрите какую-то серию, которая там 10 или 12, будет непонятно, о чем это. То есть я предлагаю перейти к началу, да, вы поймете, какие взаимозависимости и какие чудеса мы делаем. Также создал сайт по проведению хакатона, где уже участвуют более 20 стран мира, и прямо сейчас проходит хакатон. Следующий будет в ноябре, так что можете записываться hackonvibe.com. Ну что, как говорится, можно вечно смотреть на то, как бежит вода, горит огонь, на то, как тебе выдают деньги, на то, как работает другой человек. Так что приятного вам просмотра. Доброго времени суток. Сегодня продолжим по хакатону, но в этот раз чуть-чуть другое. Я хочу, чтобы ты нашел, какие региональные стандарты надо там подписывать для того, чтобы посотрудничать с каким-то университетом. Эта информация могла быть или в проекте, но если ты быстро не сможешь найти там в навигации или где-нибудь еще, то можешь просто мне из общих данных или из интернета найти, и сегодня мы с тобой будем работать по этому направлению. Похоже, это оно. Читаю. Нашел, это уже проработано в проекте. Проект уже содержит ресерч, поэтому теперь сверю с текущим состоянием на 2026. Часть вещей за год поменялась. Не знаю, почему за год поменялось. Исследование, я думаю, делал где-то месяц или 2 месяца назад. Он говорит, за год поменялось. Нашел в проекте, и это уже проработано, просто ни один артефакт не построен. Что говорит проект? Содержит вывод прошлого ресерча, и он главный. Центрального сертификатора для вузов нет. Каждый университет проверяет вендора сам хитсват под каждый вуз. Статус в реестре требований, все пусто, фичи нет. Он мне предлагает какие-то вот варианты. Сейчас я его попрошу прочитать. Прочитай философию, навигацию и SDLC. Прочитай философию, навигацию и SDLC. Важное развлечение, ты сказал подписывать. На деле там 2 разных класса бумаг, и путать их дорого. Подписываешь двусторонний договор с конкретным вузом. По аддендум. Это единственное, где стоит подпись. Заполняешь 1 раз и переиспользуешь. Самозаявление, подписи нет. Хитсват, в Потацер. Их вуз запрашивает до договора. Региональная карта. Сверена сегодня. Хорошая новость по США. Дедлайн до яда титли 2. В САК 2.1А для публичных вузов. Продлили 20.04.2026 на год. Теперь 26.04.2027 для крупных. 2028 для мелких. Правило распространяется и на то, что вуз предоставляет через вендоров, то есть на нас. Год фора есть, но иски в период отсрочки не запрещены. Что я предлагаю делать сегодня? 3 артефакта дают 80% покрытия любого региона, и все 3 отсутствуют. Прежде чем начинать, от региона зависит, что делать первым. В каком регионе университет, с которым хочешь посотрудничать первым. Прочитай философию, навигацию и SDLC. С чего начинаем работу сегодня? Прочитай философию, навигацию и SDLC. Я хочу пообщаться с университетом, который находится в Юте. Юта — это меняет картину. Копаю конкретику. Нашел главное. У университета Юта есть именное правило. Читаю первоисточник. Символ замещения объекта. Юта дала очень конкретный ответ. Главное, там есть именное правило, и оно бьет по нам сильнее, чем я думал. Университет Юты. Рули 4050-Б. Академический сенат принял его 0404-2022. Суть. Любой ПО, которое университет покупает, арендует или просто заводит у себя, проходит проверку на безопасность и доступность. Смотри, но это ПО не будет ни покупаться, ни арендоваться и не будет заводиться у себя. Это просто SaaS решение, платформа по хакатону, которая, мне кажется, не соответствует этому правилу, как ты считаешь? Подается через форму УША, проверяет УИТ, их служба. Это ровно то, что я предлагал вчера, но теперь не по догадке, а по их собственному документу. Юта прямо называет обе бумаги. Плюс университет Юта государственный, он по дате титли 2 к 26.04.2027 обязан сам быть на ВСАК 2.1А. Значит, требовать это от вендоров он будет все жестче, а не мягче. Хороший и правильный вопрос, и я обязан на него ответить честно, а не защищать вчерашний вывод. Иду в текст самого правила. Символ замещения объекта. Ты прав. И я вчера перегнул, прочитал новостной анонс правила вместо самого правила. Признаю, вот где именно ошибся. Пошел в текст. 3 факта, которые меняют картину. 1. Правило связывает университет, а не нас дословно из R4050-B. Хис рули аптеистуал уницов Кье университет офутах хоспитал Санцлиниц Санкт Кье университет офутах. Это их внутренняя закупочная процедура. Юридически на нас не распространяется вообще, мы никому ничего не обязаны. Я вчера написал проверку, проходим наравне со всеми, это было неверно. 2. Обязательное ревью включает только restricted data ревью обязательно, если потрогает restricted data. Ревью рекомендовано, но не обязательно, если только sensitive data. А теперь ключевое. Тип данных класс Юты карты, здоровье, доноры, финансы restricted обязательно студенческие учебные записи ФЕРПа, sensitive только рекомендация. Смотри, ты мне пишешь какие-то полотна, которые я не понимаю, что-то про медицину, еще про какой-то бред. Ты можешь вообще сосредоточиться? Все, я понял, я тебя не на тот режим запустил. Ты на... Все, я повысил тебя в мыслительных функциях. Ты ответь конкретно по моему проекту, что нам надо. Вот завтра я еду, допустим, в университет на общение. Что мне с собой нужно брать и что должно готово быть на сайте. Четко по проекту, а не по какому-то выдуманному правилу или по чему-то, что никак не соответствует нашему проекту. Я запустил не на том режиме. То есть на стандарте он запустился на high.
он, не дает того результата, который я от него жду. Extra High, да, он уже начинает трудиться. То я вижу, что я очень недоволен его результатами. Понял. Отставить теорию. Смотрю, что реально есть на сайте прямо сейчас. Проще всего глянуть навигацию, наверное, и по ней судить. И что необходимо для университетов Юты, чтобы просто с ними работать, чтобы они провели свой хакатон через нас. То есть вот если я иду там на следующей неделе на встречу, то или завтра, или через несколько часов на встречу, что должно быть на сайте, какие документы должны быть подписаны заранее, там какие-то региональные стандарты, чтобы сразу там один документ вроде бы как-то подписывается, и он распространяется сразу на все штаты. Что-то там такое, я помню, у нас было. Стоп, нашел, что ты помнишь. Проверяю два варианта. Тот, что для школ, и тот, что реально один договор на все штаты, символ замещения объекта. Какие школы? Мы же про университеты. Какие школы? Мы же про университеты. Документ, который ты помнишь, есть, но он не для университетов СДПЦ National ПА. Одна подпись работает во всех штатах-участниках, Юта в списке. Ты помнишь правильно. Но он для школ К-12, а не для университетов. Дословно. Not extended to here education or universities. Для университетов такого единого документа не существует. Ближайшие, нас по Валуи Point, один договор на все 50 штатов, но туда попадают только через выигранный гастендер. Это месяцы, и точно не к встрече. Вывод. Заранее подписывать нечего. На встречу документы не нужны вообще. Что брать с собой, ноутбук или телефон с открытыми вкладками, список ниже, один распечатанный диплом из июля, и все, больше ничего. Никаких папок с бумагами. Что показывать по порядку? 5 минут. Ссылка, что говоришь, один ресурс, вот 3 проведенных хакатона. Июнь, август, 2 бумажный диплом, вериф 05982 7020, даешь им бумажку. Они вбивают код, открывается живая страница человека. Это самый сильный момент встречи 3 Хахацконвиби 2026, 11 ноябрьский набор открыт. Приглашаю вас 4% бесплатно. Вот строкой. Университет верификацион 5 Rust HTML, только если спросит про безопасность. Он говорит о том, что здесь какие-то заглушки, то есть он теряет контекст всего проекта, понимает, что то, что указано, оно правильно указано, и говорит, что это стыдно, это заглушки. Точно, мы про университеты. Школы я упомянул ровно по одной причине. Ты вспомнил документ, один подписал, и он на все штаты. Такой документ существует, но только для школ. Для университетов его нет. То есть я не про школы говорил, а объяснял, почему твоя память тебя не подвела, а документ все равно не подходит. Больше школ не будет. Итог для университета в Юте. Подписывать заранее нечего. Едешь без бумаг. Возвращаемся к делу. Единственное, что сломано. Августовский хакатон на сайте показывает заглушки Йоутиамхери вместо победителей. Если они откроют, увидят пустышку. Чинить? Скажи одно из двух. Имена августовских призеров поставлю, призеров не было. Уберу август из показа, остальное к встрече готово. Я тебя недавно переключил, ты, наверное, просто, или не читал навигацию, или не знаешь проект, но это не заглушки, которые надо чинить, все так и должно быть, если это на главной августовского. Вот. Для работы с университетом должны ли мы соответствовать каким-то стандартам, которые должны им показать до начала работы или нет? Принял. Йоутиамхери это приглашение, а не поломка. Моя ошибка, не трогаю. Ответ на твой вопрос. Нет. До начала работы вы никому ничего показывать не обязаны. Едешь без документов. Почему? Стандарты спрашивают тогда, когда университет заводит у себя и передает туда свои данные. Если студенты сами приходят и сами регистрируются, университет ничего не заводит. Спрашивать нечего. Когда спросит, не раньше. Событие, что попросит вход по университетской учетке Хицват, дают нам списки студентов, Хицват ставит логотип, официально спонсируют Хицват, АЦ платит нам деньги, договор через юротдел. Ни одно из этого на первой встрече не происходит. Что делать завтра? Показать, что работает, позвать на ноябрь. Если они сами спросят, а вы стандартам соответствуете? Честный ответ. Покажем все, что попросите, когда дойдем до оформления. Все готово. Езжай. Давай пообщаемся насчет этого хеквата. Расскажи мне 100 слов об этом. Хицват – анкета по безопасности для вузов. Придумали Едуцаусе, Интернет 2 и Ренессанс. Зачем? Раньше каждый университет слал вендору свой опросник, и тот отвечал одно и то же по 100 раз. Теперь анкета одна. Заполнил однажды, раздаешь всем. Что сейчас? Версия 4.1.5, 321 вопрос, 7 разделов. Бесплатная, обычный Excel. Что спрашивают? Простое. Где лежат данные? Кто имеет к ним доступ? Шифруете ли? Что делаете при утечке? Кто ваши субподрядчики? Важное. Подписи там нет. Это самозаявление. Верит на слово. Но соврать опасно. При инциденте поднимут и сверит. Готовую анкету можно выложить в публичный реестр. Вузы скачают сами, без переписки. Так можно же ее заранее и заполнить. Ты ее скачал? Где официальная версия? Есть ли у нас в репозитории оригинал? Проверяю репозитории, иду за официалом. Символ замещения объекта. То не те рекомендации дает, то говорит, что ничего делать не надо. Я не знаю, как-то сегодня искусственный интеллект не в духе. Попытается пустить нас по ложному следу, то вообще отказывается выполнять какую-то работу. Официал закрыт от роботов. 403. Иду браузером. Это ровно тот случай, когда положено символ замещения объекта. Версия 4.1.6. Файл Hitsvat 416 XLSX. Достаю точный адрес. Символ замещения объекта. Есть точный адрес. Качаю. Скачал. 937 кб. Настоящий Excel. Смотрю, что внутри.
Скачал. Отвечаю по пунктам. 1. Есть ли у нас в репозитории? Нет. Проверил. Файлов с hitswap в имени 0. Ни одного XLSX во всем репозитории каталога DOS Sampliance не существует. В DOS Legal лежит один launch checklist MD. Реестр это и фиксирует. Atom 34.2 стоит пустым. Hitswap не встречается в репо. 2. Официальная версия, где страница. Едуцауси едухикхер едуцатион саммунит и вендор ассессмент талкит. Отдает 403 роботам. Взял браузером прямая ссылка на файл. HTTPS. www едуцауси еду. Медиафилис едуцауси hitswap 416 XLSX символ замещения объекта текущая версия 4.1.6, а не 4.1.5, как писали в обзорах. Взял с самого сайта. Достаточно объемный опросник. Я думаю, 300 вопросов я за час не смогу заполнить. Но, во всяком случае, у нас уже есть этот опросник, который необходимо заполнить. Скачал, да. 4. Что внутри? Реальные цифры 15 листов, 332 вопроса. Посчитал по самому файлу, не по обзорам. Важно. Из 15 листов мы заполняем только 7. Листы институтион евалуатион, хик риск евалуатион, привационалист евалуатион. Это для университета, там они нас оценивают. Мы туда не лезем. Наши листы. Организацион продукт инфраструктуре и accessibility специфица и приваци 5. Хорошая новость. Треть вопросов нам не подходит. То есть реально не 332 вопроса, а примерно 230. И заметная часть про то, что у нас уже описано. Риск реестр, разделение доступа, шифрование, сецурит TXT, страница Trust 6. Да, заполнять заранее можно. В этом весь смысл hitswap именно так и задуман. Заполнил один раз, раздаешь всем университетам. Потом можно выложить готовую анкету в их публичный реестр, и вузы будут скачивать сами, без переписки. Предлагаю положить оригинал в репозиторий. DOS Sampliance hitswap 416 XLSX и рядом. Откуда? Версия, ша, дата, ссылка в навигацию. Это закрывает первую половину Atom 34.2 и дает нам точку отсчета. Дальше заполняем. Да, конечно, делай. В якорь положи, что я сказал не защищать это никакими тестами. И если и ревьюер будет сомневаться, чтобы он смотрел в антикраш якорь, что это прямая моя просьба. Давай пройдемся по вопросам. Какие вопросы у нас уже есть ответы, а какие еще нету. Давай до мерджа, может быть, мы пообщаемся и уже будем мерджить этот файл с ответами. Заполнен. Теперь вынимаю вопросы из файла. Это и в репозитории нужно. И на твой вопрос отвечает. Тут какие-то выпадающие меню. Скорее всего, мы при помощи искусственного интеллекта не сможем это заполнить. То есть это необходимо будет вручную заполнять. Но он может предложить какие-то ответы, которые мы уже подтянем сюда. Давайте посмотрим, что он предложит. Сначала главное. Треть вопросов выключается автоматически. В анкете есть вопросы-рубильники, реку. Отвечаешь нет, и целый раздел гаснет. Обрабатываете медданные. Медицинские данные. Я думаю, может быть, метаданные. Оказываете консалтинг. Есть и функции в продукте, где у нас ответ уже есть, и он сильный. Это приятная неожиданность. По процессам разработки мы отвечаем лучше, чем типичный мелкий вендор. Есть документированные SDLC, чингеманагемент с проверкой до прода, процессы тестирования, статический анализ до релиза, управление зависимостями. Являются ли библиотеки при изменениях, шифрование в транзите, пароли в коде, пароли открытым текстом, есть политика приватности, может ли человек получить свои данные, соц2 TP2 у хостинга, да, у Cloudflare есть, вопрос про хостера, не про нас. Где написано, что мы хостимся на Cloudflare? Справедливо, я это сказал из головы, проверяю фактом, символ замещения объекта. Ну вот, шикарно, то есть он заполняет юридически значимые данные, не проверяя факты. Ты поймал реальную ошибку, проверил, я ответил наполовину неверно. Наполовину неверно, на 100% неверно. В общем, какие выводы? Юридически значимые документы фигню всякую напишут по памяти и скажет, что наполовину все верно заполнил, а наполовину неверно. И если это бинарная оценка либо ложь, либо правда, то это 100% неправда. Вот, поэтому, к сожалению, не так просто работать с ИИшкой. Контроль да контроль за ним нужен. И там, где ставите вы вашу личную подпись или вопросы безопасности, то необходимо проверять все. Сегодня можно сказать, что мы обсуждаем о том, что IT-продукт — это не только создание кода, не только выкатывание его в продакшн, но также выполнение законодательных норм для того, чтобы клиенты имели возможность пользоваться вашими услугами. Спасибо, что повышаете вашу IT-насмотренность вместе с нашим каналом. Желаю вам создавать отличные IT-продукты, которые пусть будут миллиардниками в долларах. Желаю вам финансового благополучия. Если досмотрели до конца, поставьте, пожалуйста, лайк и какой-нибудь добрый смайлик или класс в комментарии. Спасибо.